Привет, Айдар. Ты представляешь, ты в моем видеоблоге. Всем привет, дорогие друзья! Давно я уже не появлялся в кадре, аж с видео про подкаст. Но, как вы можете заметить, практику записи на тапок я продолжаю. Что же успело произойти за это время? Успела произойти зима целиком. Сейчас уже вообще апрель, жестко повеснело, но я хочу рассказать вам про одну невероятную зимнюю историю, которая со мной приключилась. Боже, я уже так давно ничего не записывал, как вообще вести себя в кадре. Тут заметила, что Господь оставил нас наугад, наугад, наугад. Такс. Короче, сегодня вам предстоит снова с трудом наблюдать за хронологией событий, которые я буду выстраивать. А все дело в чем? Как многие набежавшие подписчики теперь наверняка знают, я в некотором роде аниматор, да, мультики рисую, мультики люблю. Но вот какие мультики я не люблю, так это миньоны. Миньонов я не люблю ни под каким предлогом, ни под каким соусом. Даже ироничное использование миньонов меня уже порядком подзадолбало. Но, как известно, противоположности притягиваются, поэтому у меня есть подруга, которая, наоборот, миньонов очень любит. Соответственно, моя задача была придумать ей креативный подарок на день рождения. А что может быть приятнее, чем подарок, сделанный собственными руками? Вы уже понимаете, я думаю, куда все это дело идет. Теперь, помимо того, что я откинул вас на зимний период, я вас также откидываю еще на год назад на хэллоуиновское празднование с моими друзьями, где у меня был офигенный костюм кошечки из Animal Crossing. Мы решили, что каждый должен привнести что-то в тусовку. Вот, и помимо того, что мы наготовили всяких хэллоуиновских сластей, из ТикТока, да, прониклись вайбом, прониклись эстетикой, мы с моим другом подумали, что нам нужно сделать какую-то жесткую хэллоуиновскую декорацию, чтобы у нас было все очень спуки и scary. Но почему-то, честно, я уже не помню, как выбор пал на это, но мы с ним сделали Амогуса. Тогда они еще были очень сильно в части, поэтому... не удивляйтесь. Сделайте скидку на время, дорогие друзья. Вот, мы с ним жестко сделали Амогуса из папье-маше. Была очень милая тусовка. Сначала я купил 30 рулонов туалетной бумаги. Таких, знаете, прям в одной пачке, в упаковке. Максимально дешманских, чтобы их нельзя было использовать по назначению. И в итоге не по назначению мы использовали только один. Поэтому все они поехали дружно на дачу. Потом мы сидели, делали этого Амогуса из папье-маше. Короче, очень милый вайб. О, нормально. Еще уральских пельменей параллельно смотрели. Ну, это... Потом мы его сделали, он отстоял у нас Хэллоуин где-то в уголочке, деть нам его было некуда. И вот абсолютно недавно мой друг Айдар попытался мне его сплавить. Я ему сказал, что я его к себе не приму, потому что у меня и так тут... С Новым годом, ребят! Стоит один его подарок. И у меня к нему было два предложения сначала. Либо я его выбрасываю, но ему это предложение по какой-то причине не понравилось. Либо была вторая идея — разыграть его в наших телеграм-каналах как тайный приз. Вот бы кто-то обрадовался, да? А потом мою голову посетила третья гениальная идея нашей общей подружки Риты. На тот момент, когда мне пытались сплавить Амогуса, вот-вот должен был быть день рождения. Поэтому я предложил исполнить американскую мечту любого СНГшного ребенка — попробовать разбить пиньяту. Вот вы когда-нибудь в жизни разбивали пиньяту? Я нет, и я бы очень хотел. Это выглядит, ну, типа, прикольно. Поэтому я предложил из папье-маше Амогуса сделать папье-маше миньона, произвести ему, так сказать, операцию по смене мемности. Вот, ну и параллельно, типа, сделать ему дырку, запихать туда побольше конфет и... Блин, будет пиньята, вообще подарим подружке пиньяту миньона. Что может быть лучше? Что может быть лучше для нее, для фанатки миньонов, получить домашнего миньона? И что может быть лучше для меня, хейтера миньонов, увидеть, как кто-то злостно разбивает миньона? Сплошные плюсы. Поэтому сейчас, дорогие друзья, я снова монтажной силой отматываю время назад и перемещаю вас в момент предоперационной подготовки Амогуса. На что я жмал? Look at the fucking
Honorable mención. Довольный покупатель. Все, можешь рвать. Хирургическое вмешательство. Миньона. Вам могут пока. Ой, извините. Я просто уже использую пронаунс, который ему нравится. Боже мой, ты их из мелких делал? Что ли? По-моему, да, кстати. Закономерно. Кстати, я вчера был в фикс-прайсе. Вот в фикс-прайсе, на самом деле, там, во-первых, продается мелкис, во-вторых, он там дешевле, поэтому я всем рекомендую магазин фикс-прайс, если кто не слышал про такой. Ты дырку сам посмотрел? Да. Здесь бутылка, по-моему. Я помню, его можно не уничтожить. Smack my ass like a drum. Ты можешь реально сделать Smack My Ass Like a Drum. Respect Nicki Minaj? What? Так, все, дорогие друзья, мы уже отправляемся на завершение нашего нереального нерождественского плана. Наш бейбик лежит сейчас на заднем сидении. Наклеил стикер «Ребенок в машине», я надеюсь. Кстати, я задумался, я же сам свою розу сейчас тоже надел. Покажу его вам на месте, вот, а дальше мы его сразу немедля уничтожим. Как и надо, собственно, поступать со всеми миньонами. Привет! Да, нужно, чтобы ты зашла на кухню и не выходила, пока мы тебе не скажем. Да, а еще поздоровайся с подписчиками моего YouTube канала. Это правда YouTube канал? Да. Это прямая трансляция через камеру. Да. Нет. На кухне. На кухне. Сможешь? А что еще сделать? Просто сиди там и... Удалиться. Можешь просто не сидеть. Дорогие друзья, запомните его таким. Веселым и попастым. Все, Айдар, Ну, типа, да. звать? Да, и мы сразу предупреждаем, что это куда круче, чем шиншилла. Собака, что? В комнате. Это еще не все. Да, Рита. Это пиньята. Там внутри конфет. И мы предлагаем тебе его уничтожить. Где агрегат? Агрегат? Да ну. Ну мне жалко. Мне кажется, очень громко, боюсь, что Вот мне тоже так кажется. Ну, подарок от прошлого детства. Ты прямо бей. Как будто ты убийца. Блин, его реально жалко, я его не буду сильно крошить. Можно я так достану? Ну да. Ты можешь высыпать все, что там есть. Высыпать. Трэш. Там столько всего. Спасибо большое. Всем пока. А сказать подписаться типа на все мои соцсети, сделать красную Подписывайтесь кнопочку на мой подписаться, на твои. серой.
Вот такая вот вышла милая нерождественская история, дорогие друзья. Пускай пиньята не получилась совсем пиньятной, как нам хотелось бы. У Миньона все-таки была слишком упругая попка. Но это все равно было забавно. Я хорошо провел время с другом, мы очень сильно порадовали подружку, потому что теперь у нее буквально есть дома миньон. Короче, очень весело и занятно. Есть ли какая-то глубокая философская мысль в моем видео, как я обычно люблю, ну и хотя бы пытаюсь делать? Я думаю, нет. Просто видео о том, что я люблю делать подарки, и я не люблю миньонов. Ну и думаю, ребята, наверное, все. Видео вышло, думаю, достаточно коротким, но это не важно. Главное, вот эта вот атмосферка, вот эта вот папье-маше и скринка, понимаете? Я надеюсь, вы ее уловили. Видео выходит достаточно редко. Я додик, извиняюсь. В ближайшее время я попытаюсь сделать еще анимацию одну, а то количество подписчиков абсолютно внезапно начало расти. А смотреть-то нового нечего. Подписывайтесь на телеграм-канал Егора, слушайте подкасты Егора, подписывайтесь на паблик подкаста Егора, подписывайтесь просто на паблик Егора, подписывайтесь на, не знаю, старую страничку Егора, которую я сделала, когда было 10, на YouTube-канал, на Инстаграм и на меня. Всем пока!